Следующий день. Сегодня едем смотреть на гранитные карьеры Рускавели. Вот в этой хате я жил на 3-м этаже. Такой-то двор. Еще владельцы сказали мусор вынести куда-то. А я мусорок тут не вижу. Где могут быть мусорки? Хрен его знает. Но пойду найду мусорку. Наверное, где-то за углом стопудово. Так, где же тут мусорки? Где же мусорки? Понятно, короче. Надо мусор просто выкинуть. Когда совершить крокодилий поступок и выкинуть мусор в урну при доме. Вон там едет паровозик. Надеюсь, видно. Паровоз с вагонами. С настоящим. Класс. Еще одна точка с платными водопадами. Такая организация. Пойду платить. А здесь вот так вот прорезало. Там чуть-чуть, а здесь прям вообще такой вот грот целый. Целая расщелина. Ну вот это сама речка, где водопад заканчивается. Вот так. Там гроты подземные. Здесь вот такой вот карьерчик. А здесь вот камни лежат. Ну, уже проделки были электрические, нормальные. Вот, уже не вручную это шкуры делали. Ну, так же взрывали. Вот. И чтобы вы понимали, от самого дна до самого верха 55 метров. Представьте себе. И как их называют специалисты? Горизонт. Вот наверху нулевой горизонт. Итальянский мраморный карьер. Ну, тут видно, резали их. Красиво, красиво. О, как его тут отрезали. Раз, раз, раз. Тут прям кусками нарезали. Еще это при Екатерине там какой-то там второй. Ну, а тут, наверное, глубина метров 50, как в той штольне. Обалдеть. Давай, давай. О, хорошо пошло. Подожди. Да веслами это все дело. Могу, мешает. Ай, ты сейчас раскачиваешь. Ну вот смотри, как компания перед нами, уже далеко. Ты все еще... Не стартанули. Минута прошла. Шипись, выехали. Так, покажу, что вокруг. Вот оттуда выплыли. Плывем вот туда. В кого не врезаемся? Пока нет.
Обалдеть, какая глубина тут. Такая вода прозрачная, чистая, хорошая. Плывем. Бывали мрамор, такие вот куски откололись, получается. Заплываем в грот. О, боже, какой тут звук. Старый моряк стоит у руля. Завтра погибнет 3 корабля на абордаж. Вот я и уезжаю из карьерчика. Ага, самым толстым парашютики дают, чтобы они запарусились. И утяг плывет. Еще плывет. Не утяг, чайка. Маленькая чайка. То есть еще летать особо не умеет, а и там он на берегу целая куча стоит. Ну какие они здоровые птенцы. Вон, смотри, можно прям мясо. На мясо пускать. Смотри, какие здоровые. А вот как надо путешествовать, когда у тебя прям бабок на стиле. Dodge Ram. Всякая резина боевая. Тачка высокая, 5,7 литров. Еще кемперный модуль. Класс. Вот это я понимаю на стиле. 1000 на 200 на 300 долларов. Класс. Уже едем на Roadkill. 40 километров до Ляскели и до начнется Сювайв. По карельским грунтовочкам. Легкий Сювайв. ГЭС Ляскеля. Такие тут потоки. Вон там водный поток здоровущий. Это, ты понимаешь, излишки здесь проходят. Вон сколько уже скалы намыли. И тут намыло, и тут намыло, и там намыло. Везде намыло. Год назад я закончил Roadkill около этой усадьбы. В час ночи на баджаже приехал от Суяварви. Теперь я на Форде еду в Суяварви. Посмотрим, во сколько я буду в Суяварви сегодня. Ой, конечно, я уже спать хочу, еще только Roadkill начинается. Свернули с Ляскели. Дорога еще нормальная. Вполне себе 60 километров можно ехать. Даже можно и больше наваливать. Как-то спокойненько, в спокойном режиме поедем. К 11 будем в Суяварви. 5 часов 120 километров. Roadkill.
ветер рвет паруса, старый варяг стоит у руля. Завтра утонут 3 корабля, обычное дело для моряка. Северный флот, только вперед! Ублюдки! Снять паруса! На борта! В трюме нет мяса, кончилось пиво. Сколько еще до Великого Рима? Нам будет трудно, это терпимо, словно как баба ждет нас наживо. Северный флот, только вперед! Ублюдки! Снять паруса! На борта! Воины замучены, жгут холодам. Северный флот идет в никуда. Богом забыта наша земля. Враг будет плакать, все было не зря. Первый привал в моем Роадкилле. Там вон, откуда это озеро, вот эта вот речка течет. Это Янисьярви. А это озеро, не помню какое это, короче, вот это вот название, Суисьярви, примерно так звучит. Остановился, попил чайку, посмотрел на мосты, какие они вот из мрамора просто, из мраморных плит сделаны. Раз, два, три. Ну а сверху уже современная перегородка положена. Все равно старый финский мостик. Состояние Форда после 30 километров по карельским грунтовкам. Троху схватил он грязи, конечно. Ну, чисто такой вот капельной. И сзади тоже уже полностью все забрызгано. А эта сторона еще нормальная, правая. Видимо, по правой стороне не меньше луж, так он меньше его цепляет. Стартую. Твой дом стал для тебя тюрьмой, для тех, кто в доме ты чужой. Ты был наивен и ждал перемен. Ты ждал, что друг тебя поймет и скажешь мне вперед. Но друг блуждал среди собственных стен. Горел асфальт от солнца и от звезд. Горел асфальт под шум колес. Горел асфальт, ты чувствовал тепло. Горел асфальт, снегом назло. Ты сам решил пойти на риск. Никто не крикнул «берегись». И ты покрасил свой шлем в черный цвет. Как зверь мотор в ночи ревет. Пустырь, разъезд и разворот. Ты мстил за грустные любви прошлых лет. Идеально ровный асфальт посреди Карелии. Вот ты Роадкилл. Маршрутку-то по лайту выбрал. Что это за погран застава, что ли? А, тут что-то грузят. Что это? А, тут какая-то перегрузочная база. Ну да, видишь, это здесь гранит грузят. Это рабочий типа поселок. А, ну да, вижу по карте. Понятно. Вот откуда асфальт. Гранит-то возить надо, получается. Ну, я думаю, он чисто пока по деревне едем. Потому что скоро должен закончиться. Короче, едешь такой, вообще не скажешь, где-то в глубинке Карелии. Поехали просто в Воронцевич, в Толочине есть. О, грунтовкочка началась, слава богу. То как-то едешь, как-то ехал же за какой-то жесткой дорогой. Сейчас прижмет. Нормальный такой спуск. На
долететь, получается, если 100 километров разогнаться. Зайдет хорошо. Запел асфальт, ты слышал каждый звук. Запел асфальт, как сердце стук. Запел асфальт, ты был его герой. Так пел асфальт, пел за спиной. Привал на озере. Какое-то рыбное хозяйство здесь. Красивое озеро, сосновый лес, песчаные берега. Красота, и надо ехать дальше, в Суворове. Что я хочу сказать еще? Когда я по этой местности на баджаджи ехал, иначе я такой уставший был, мне казалось просто адской дорогой. Сейчас еду на Форде, нормально едется. Все расстояния здесь минут приезжаются, все эти точки мои, что я понаставил, на которые я отводил там 4 часа уже, полпути проехал. Остановился я вот на этом озере и нашел кассетку. Трансмиссия 3, DJ Field и Андрей Ильин. Произведено по лицензии, все права защищены. Так, смотрим, может тут еще есть кассеты. К сожалению, больше кассеточек не видно. Надо, конечно же, заслушать ее. Кассетка — это штука полезная. Какая тут красота. Был миг, не верил в знак удач. Ведь ты был молод и горяч. Но твой двойник мчал навстречу тебе. Он был свободен, как и ты. Никто не крикнул «Тормози!» Такой приказ неизвестен судьбе. Горел асфальт от сбитых с неба звезд. Горел асфальт под шум колес. Кричал асфальт, ты был его герой. Кричал асфальт, кричал бой. Горел асфальт от сбитых с неба звезд. Горел асфальт под шум колес. Кричал асфальт, ты был его герой. Кричал асфальт, кричал бой. Помню, я тут ехал, так страдал вот на этой дороге, в темноте, ничего не понятно, такая разбитая, убитая казалось. На Форде вон летишь просто 60 км в час такой. Ну типа через 46 минут буду в Суворове. А где роудкилл? 11 вечера. Нема роудкилла. Нема Суваева. Свернул посмотреть на озерко Лаймола. Ща глянем, куда нас приведет эта дорога. Типа здоровущее озеро. Специально остановился на него посмотреть на пару секунд. Такая вот дорожка к нему идет. Вон там мой фордяра стоит, ждет меня. Лаймола. Красота. Помню, короче, ночью, год назад, ехал вот по этой вот дороге. В ночи такой уставший, такой смотрю, о, какая красота, типа, порожики. И в итоге я не остановился, и вот я уже здесь, на следующий год вернулся, фордяра здесь стоит. И вот мои порожики, которые я видел с дороги. Вот они, ха-ха, порожики. Можно на них и посмотреть. Красота, и там порожики тоже. А это и есть, это Лаймола. Все еще продолжается. И еще 7 порожиков. Фордяра стоит. Пороги, вода течет. То есть тут берешь еще один ряд камней, выкладываешь, и озеро увеличится уровень. Можно ботики одеть и пройтись. Ну ж видно, где вода спадает, значит там не глубоко. А туда уже почти без порожиков. А нет, там чуть дальше тоже порожики есть. Вот там даже мостик есть. Такой вот. Под этим мостом большим еще один есть мостик поменьше. Как-то так тут. Бурно течет. Интересно знать, куда она впадает. Какое озеро. Потому что так непонятно. Это внутри того белого здания около озера. По моим предположениям, это, скорее всего, баня.
Наверное, баня. Вообще это странно, что вот это за тумбы стоят. Типа тут... Непонятно, короче, что это за здание его. Общественное назначение. Что еще есть? О, какие-то тумбочки. Тут стены прямо обвалились. Придавит. И тут то же самое. Точно баня? С Новым годом написано. Какое-то здание. Бордяра стоит. Ветер мчит, белую чайку на дно. Штиль, наш корабль забудет, а ты смелей с городом сном. Очень теплый имен, есть имен и лиц, уже не ждем, что проснется брызг. Короче, остановился посмотреть на памятник времен Финской войны. Советско-финской. Там, короче, военное кладбище, а здесь могила героев. Угу. Вот так вот. Если пройтись немного еще дальше, еще будет памятник. Сейчас посмотрим, как здесь бои были. Понятно, тут такая горка, дорога в низине. Братская могила советских воинов 39-40-х годов. Понятно. Тут весь лес просто как кладбище. И там кресты. И здесь погибли и захоронены герои Советского Союза Парфенов и Иванов. И здесь вот видишь камушек какой. Не написано ничего. И там вон тоже. Ну да, но видно, что это гора такая вот возвышенность. То есть туда низинка пошла. Они, видимо, здесь на этой высоте и сидели все. Тут явно вот эти вот ямки. Здесь это, скорее всего, бывшие окопы. Вот эти вот типа огневые точки. Стопудово. Вечная память защитникам Отечества. Здесь 41 и 44. Вот и памятник. Ну, хочу отметить, что и лес тут интересный. В Беларуси я таких уже не видел. То есть он такой вот редкий, сосново-березовый, но мало растительности всякой. Хотя место не песчаное. То есть она здесь, в принципе, плохо растет, выходит. Ага, вот и памятник. Да, точно финским. На финском языке. 39-е, 40-е. Полевое кладбище Колоспамь, погибших в войне 39-40 годов, захоронены здесь 104 неизвестных финских воинов. Финляндское государство. Обалдеть. То есть здесь где-то 104 воина захоронено. Понятно. Ладненько. Идем назад. Буквально рядышком еще один памятник. Финский явно. Плита установлена. Утварь всякая военная. Ну, банка, наверное, навряд ли военная, а это вполне возможно. Финский флажок лежит. Свалился, видимо. Ага, а тут, наверное, еще один камень стоял. А, смотри, это отвалился. Обалдеть. То есть реально он отвалился. Видимо, лопнул и упал камень. Потому что он повторяет форму этого камня. Понятно, это явно окопы. Так. Все видно. Окопы. Как тут были.
Ну да, тоже высота перед озерком. Вполне себе, да. Окопы. Да, вот тут у них была, видимо, точка защитная, оборонная. Ну да, там вон это озера. Озеро, точнее. Угу. Понятненько, ясненько. А вот еще один монумент. Недалеко от тех монументов. То есть там финские, наши памятники, а здесь типа советских памятников. Такие вот монументы. Такие вот дела. Еще и там пару памятников. Тоже схожу, посмотрю. Короче, вот это каждая могилка, здесь по сотне остатков различных людей. Это проводятся вахты памяти. Расписано. И я так понимаю, все, что где тут найдут, остатки, тут, скорее всего, их полным-полно. Их перевозят сюда, вот в эти вот могилки. Вот такое тут место. То есть памятники, что я смотрел, находятся здесь. Получается, те памятники предыдущие, вот, которые финские, находятся, ну, вон в том куске леса. И еще чуть дальше находятся предыдущие памятники, что я показывал. Вот такой этот участок, низина, справа здоровущее озеро. Получается. И здесь тоже вот памятники на этой стороне есть. Тут, и там еще один памятник. И здесь вот в низинке тоже памятники. И там он в конце еще один виднеется. Но я так понимаю, здесь не братские, а индивидуальный памятник, короче. Как-то так. Да, вот это место так место. Много здесь боев было. Ну, а вот и последний памятник, что был вдалеке. 04.03.40 года. Буквально 9 дней не дожил. Видимо, штурм тут начался. А, легколыжного батальона. Понятно. Чтоб 9 дней ему продержаться, и все, война закончилась. Нас, со смертью ему может Бог восстать. Что нас ждет, море хранит молчание, жажда жить, служить сердца родна. Только жизнь свете чего не стоит, жизнь других, но не твоя. Как зверье, но нестерпимым стал блеск Христа, что мы южнем зовем. Последний миг поднялась волна, и раздался крик, впереди земля. Ветер молчит, делает чайку на дно. Штиль, наш корабль забудет, они смелись городом снова. Штиль, да.
приехали. Ну, слушай, тут я смотрю еще целых 2 километра хорошей дороги будет. Одна или асфальт троху. Ну, как-то я не вижу рабочих, как-то на полпути свернулись. Ни техники не видно, ничего. Ну вот оно и Суоярви. Домики фирменные. Походу еще работают, лишь кладут. Ну, блин, какая-то там хранилище какое-то, заводы, предприятия какие-то. А не, вот, стройбаны тут, дорожники явно. Дорожная техника. Какие у них домики. Походу не жилые уже. 120 метров, поверните налево. Уф, какие дома. Новые дома. Через 50 метров поверните направо. Это здание реконструируется. Типа прямо за ним где-то точка. Ага, вот и приехали. Вот и гостиница. Целая история, короче, произошла с заселением. Короче, приезжаем. Вот какие-то стройбаны курят. Внутри там какие-то тапочки стоят. Все заставлено. Непонятно, что делать. Какие-то кровати. Ну, реально такая стройбанская общага, закуренная, пропитая. Думаю, что здесь жизнь? Такие, все, валим. Типа отсюда, ну, решили позвонить администратору. Администратора нет, он куда-то уходит. Тоже непонятно. Потом едем в гостиницу Карелия, приезжаем, там тоже администратора нет, то есть не заселиться, то есть вообще, потом звонят эти, типа они приехали, администрация. Заселяемся, пробуем заселяться, вроде нормально, номера, слава богу, у нас отдельный вход от остальных, от стройбанов. Ну, стройбаны нормально, ребята, но все равно как-то ночевать, спать со стройбанами тоже непонятно, как они тут себя вести будут. В номер заходить, приставать. Ой, ну вроде нас заселили, вроде все нормально, все, теперь перетаскиваемся. Какая-то такая история, вообще просто, ну, я просто фотографии не делал, какие там были, но там прям реально такая стройбанщина, как в бытовке старой. И такой запах тоже такой вот затлый. Ух, я уже испугался, думаю, стройбаны будут ночью ходить, спать не давать. Как тут жить? Да лучше в палатке буду жить где-то на берегу озера. Но все-таки передумали, зашли, посмотрели, оценили, здесь все нормально с этой стороны. Так что ночку переночуем. Вот такой вот мой номерок. Это заехали, половина барахла с Форда уже перенеслось, чемоданы. В принципе, это, я так понимаю, лучший номер, который есть в Суоярви. А сейчас идем гулять по городу. Все, гуляем по Суоярви. Есть вот такие вот дома, типа старые такие вот. Их таких бараков тут много. А есть вот такой вот домик. А есть вот такой вот домик реконструируется. То есть, я так понимаю, всех, кого, наверное, отселили, с этих бараков заселяют в эту новую хату, по моему предположению. Но это не точно. Ага, видишь, все воду носят. Что у нас вода в номере плохая. Ага. То есть это так и есть. То есть, видишь, они что-то знают, откуда брать воду. Берут же хорошую, несут. Еще одна новостройка в Суоярви. Вон даже пластиковое окно побитое. Понятно, понятно. Там костыли стоят у кого-то. Смотри, а тут окно вообще выдрали. Да. Тут вообще пожар был. Отсюда. Но выдрали окно. А тут, видишь, выгорело. Подъезд выгорел. Ну да, у кого-то сгорело. Походу вот здесь вот горело в начале. Тут заставили это окно чем-то. Ну типа видишь, пластиковое было и тоже погорело. Кафе Сим-Сим. Кафе-бар. Еще один домик. Это я вдоль улицы иду. Но этот как-то покрепче. Но все равно кто-то камни кидал, разбивал окна. Ну, то есть, видимо, люди съехали, потому что, наверное, невозможно жить в таком старом доме. Ну, тут такой жилой фонд. Его здесь вот тоже старые дома. Хотя вон там на углу, типа, такие самые, но жилые. А вот точно такой же домик, но жилой. То есть он почему-то, видимо, лучше сохранился. А в этом доме, видимо, люди как-то
получше прижились и живут до сих пор. Как-то лучше дом сохранился. Непонятно, почему они здесь живут. А вот еще дом тоже. Такой вот старенький, древненький. Ну, это мы, наверное, в таком районе старом, древнем. Я думаю, дальше должно быть, конечно же, все получше. Но все равно ж интересно. Чисто российская тема. Такие дома. Короче, год назад, где-то в это время, как 10:30, я ехал из Сегежи в Ля-Скелю. И я такой приезжаю, смотрю, гостиница. Какая классная гостиница. И написано Карелия. Просто вот идеальный вариант, чтобы остановиться. Но у меня был снят номер в Ля-Скеле. То есть он был просто забронирован по звонку. То есть я еще за него не платил. И я такой вот по этой улице вот приезжаю. Я такой думаю, может здесь остановиться, может здесь остановиться, может здесь остановиться. Ай, ладно, еду. И, короче, поехал. И в итоге я только к часу ночи приехал в Ля-Скелю, заселился в гостиницу. То есть какая красивая гостиница. И я вот целый год думал, зачем я так в прошлом году мучился и поехал в Ля-Скелю. Если такая, ну вот прекрасная гостиница стоит наверху. На самом деле я в нее зашел. Оказалось, там, короче, как будто вот общага для строителей. Просто стройбанская. Запах, как в старом доме культуры. То есть там никакого ремонта нет. Хотя фасад вот типа обновили. И оказывается, после 9 здесь не снять номер, потому что администратор уходит, остается только охранник. Вот такие дела. Поэтому понятно, почему гостиница, вот в этой вот гостинице рейтинг 2,2. Потому что там просто ужас. Оно издалека вот кажется, что все нормально. А вот если прям вот в окна присмотреться, какие вот окна. То есть как будто это какая-то вот студенческая общага, которую отселили год назад. Да, вот это больше похоже 6-е общежитие БНТУ, короче. Вот примерно такой вот стиль. А здесь есть еще парк со стендами про историю Суоярви. В принципе, очень интересно почитать. Я уже все прочитал. Можете и вы прочитать, кто хочет. Очень интересно про историю этого места. Короче, в древности были под новгородцами, потом под шведами, потом под финнами, и потом опять войны были. Короче, что тут только не происходило. Основное здесь и руду плавили, и болотную имеется в виду, и был литейный завод, и пушки здесь, ну не пушки отливали, это чугун для пушек делали. Вот, и лесозаготовительный завод, где лесообрабатывающий. И в войну здесь было всяких боев, много чего. И в советское время 11 тысяч максимальное население было. Проход поезда в Суоярви. Нормально поезд ездит. А, это просто тягач. Смотри, какой большой. Такой, кажется, сейчас в тебя заедет. Смотри, смотри, как земля трясется. Спортивный комплекс Суоярви. И сколько здесь этих всяких воркаутов. Весь город может одновременно качаться, я смотрю здесь. Обалдеть сколько. Я надеюсь, сюда можно как-то зайти, в принципе. Или здесь все под ключки и хрен кто влезет. Где ж калитка? А, вот калитка сейчас будем. Сейчас узнаем. Делаем ваши ставки. Калитка открыта или не открыта? Калитка открыта. Заходи, занимайся. Вот это я понимаю, площадочку бахнули. Мне нравится. Неплохо, неплохо. Все открыто. Все открыто. И еще жилищный фонд Суоярви. Таких, короче, таких вот домов много. Вроде окна пластиковые, а вот все выбито, все разбито. Какие окна здоровые. Все равно нахулиганили хулиганы. Уже, наверное, больше 11. 11:30. Белые ночи. Еще белее, чем в Санкт-Петербурге. А вот и жилой жилищный фонд. Те же самые дома. Тот же самого проекта типа. Но жилые. Вполне себе живется, наверное. Даже свет у людей горит. Значит, жить можно. Домовичок. Где магнит? Магнит. Ты где? Еще жилищный фонд, но этот явно уже не жилой.
тоже. А, тут, я так понимаю, стоял дом, снесли. И, наверное, тот скоро снесут. Понятно. А тут вообще вон скейтбордная площадка. Или самокатская площадка. Можно самокатиться. Еще жилищный фонд. Ну, эти вроде почти жилые, я бы сказал. Не, этот не жилой. Следующий нежилой был пожар. Еще жилищный фонд. Да. Короче, такой тут городец Суоярви. Да тут просто этих домов несметное количество. Еще один древний дом. Такой вот полуразрушенный, полузаброшенный. Но здесь хотя бы еще окна целые. А в этом уже все. Ну, как бы мы же видели еще и такой же самый дом, такой типового проекта, но жилой. Тут сгорело что-то еще. А вот вроде жилой или не жилой. Ну, скорее всего, не жилой. Ну, надо отдать должное, есть в городе и реконструкция, я так понимаю, это школу реконструируют, наверное. И вон хорошее здание. И тут есть Сбербанк, аптека есть. Магазин Альфа. Ой, нормальные дома, кажется, есть. Походу я прогулялся по, наверное, какому-то старому отселенному району. Потому что я смотрю, вон впереди есть абсолютно нормальные хрущевки. Сейчас к ним подойду, посмотрю. Да, вот начался нормальный район. Вполне себе обыкновенный район обыкновенного города. То есть это, видимо, с той стороны получается какой-то старый район. Надо почитать, как это называется, старый Суоярви. А здесь вот вполне себе, ну, многоэтажечки обыкновенные стоят. Не старые бараки. Кинотеатр вот есть тоже такой большой, кирпичный. И здесь что-то синенькое. А, это синенькое, это есть кинотеатр. А там, видимо, какое-то вообще цивильное здание. Здание, школа. Вообще все отреконструировано. Ну, то есть такой город интересный. То есть как бы есть и хорошие дома, есть и такие, которые наладом дышат. Ну, как бы терпимо. Вообще целая реконструированная улица. А здесь просто какое-то здание модное, стильное, молодежное. Ну, нормальные дома, нормальные районы. Хрущевки простые. Вообще вон целая улица. Ни в одном белорусском городе такую улицу не реконструируют, как здесь. Хотя не трохи прошелся по плиточке. То есть там получается нормально все загазонили. А здесь типа как будто 50 метров кусочек не доделали. Кто будет доделывать, непонятно. А вот и круглосуточный Магнит. Такой просто советский район с хрущевками. Ну и таким вот зданием большим интересным. Интересно. Ну понятно, в принципе, как район, что собой представляет городок. Магнит. Ну все, дальше по Суоярви не пойду, уже как-то поздновато. Магнит зашел, закупился. О, тут здание прикольное. Тут деревянное, тут такое. Ну все, осталось посмотреть на Суоярви, на озеро и идти спать. Выглядит полночь в Суоярви. Самый длинный день в году. Белая ночь. Конечно, не полярный день. Все чуть-чуть притемок есть. Но прям не заблудишься. Можно фары даже не включать. Еще один райончик Суоярви. Это уже поближе к озеру. Вполне себе обычные дома, как в обычном райцентре. Ничего такого экстраординарного нет. Все-таки это тот район такой вот странный. Вот и элитное жилье у кого-то. Да, и нормальные жилые дома есть. Кто-то и такую хату решил построить. Мы идем смотреть на озеро. Вот еще жилищный фонд. То есть мало того, что ты в таком бараке живешь, так он еще находится прям так в кустах, что тебя не найти. Это, короче, вот все бараки, что я показывал, находятся с той стороны железной дороги. А мы идем на озеро. То есть получается, тебя тут еще и поезда гудели. А вот я и дошел до озера Суоярви. Это остров любви. Там непонятно, мостик работает, не работает ли до него. Не видно.
Вот такое вот оно. Почти 12:30 ночи. Я бы сказал, и так светло. Прошелся чуть дальше, да, теперь точно видно, что мостик когда-то был. Пирс типа до острова Любви. Сейчас пирса нет, поэтому нет любви здесь. На том острове. Ну, красивое озеро. Оно здоровущее. Такое вот, как бы такое неровное. Да, все ближе и ближе иду. И вижу, какой тут мостик этот был. Пирсовый. Чик-чик-чик-чик-чик. Он довольно-таки широкий. То есть, примерно, я думаю, на коня какого-нибудь. С телегой можно было пройти спокойно на этот остров. Ну, это ради интереса стало посмотреть, что происходит. Просто вагоны стоят. Ну ладно. Понятно. Этот мостик, где я перешел. Все, это уже номер. Еще заброшки. ЛДПР. А этот дом жилой. Там дальше вокзал. Знаменитый вокзал, я же почитал про него. Что вот он построили когда-то. И очень гордились им. Действительно вокзал, прям вокзальный. Ну да, большой красивый вокзал. Угу. Прям станция, прям мое почтение. Да, класс. Ух, вот уже дошли до гостинички. Устали, натоптались. Хорошо, что у меня был неприкосновенный запас 10 литров воды. Сейчас ее возьмем, будем пить и пользоваться. Фух. Тут вообще вот это здание с отвалившимися кирпичами, походу, тут живут. Вполне себе. Ну, какая-то старая часть города с такими вот бараками. Интересно, что было изначально в этом здании? Непонятно. Но очень интересно. Фордяра что-то начал хромать на заднее правое колесо. Что-то подшипник, наверное, ступичный заурчал. Но ничего страшного. Доедет. И там, получается, тоже эти старые дома всякие. Там и там и там. Тут вообще вот целый район. Хотя вон там есть и новостроечка. Вон видно. И здесь, получается, тоже дома. И там вон отселенный дом. И здесь отселенный. Да, много здесь всякого отселенного жилья.